Всем добрый день! Сегодня расскажу вам о самых лучших народных средствах для подкормки помидоров. Это касается как тепличных, так и помидоров, которые растут у вас в открытом грунте. Эти подкормки придадут рост вашим растениям, обильное цветение, хорошее завязывание плодов и, конечно же, созревание. Помидоры у вас будут вкусные, мясистые, сладкие и крупные. После посадки в грунт помидоры подкармливать необходимо через 14-15 дней. Я приведу вам примеры подкормок, которые одновременно и предупреждают такое опасное заболевание, как фитофтороз. Итак, подкормка йодом. Йод ускоряет созревание плодов. Он предупреждает фитофтороз. 4 капли йода на 10 литров воды поливаете этим раствором растения, приблизительно по 2 литра на каждое растение. Подкормка золой – это источник калия, источник фосфора, стимулирует цветение зола. 1 стакан золы на 10 литров воды. Также золу можно использовать и для внекорневых подкормок. Для этого 300 граммов золы на 3 литра воды. И кипятите в течение 30 минут, настаиваете 4-5 часов, доводите до 10 литров воды, добавляете хозяйственное мыло и опрыскиваете ваши растения. Дрожжи – прекрасная подкормка. 1 пакет сухих дрожжей смешиваете с 2 столовыми ложками сахара, добавляете теплую воду, разводите в 10 литрах воды, поливаете растения по пол-литра. Это один рецепт. И второй с дрожжами в 3-литровую банку. Заполняете ее на 2/3 черным хлебом, заливаете водой с уже растворенными дрожжами 100 граммов и ставите на 3-5 дней в теплое место. Процеживаете, разбавляете водой 1 к 10, поливаете по пол-литра. Подкормка куриным пометом. В ведро насыпайте куриный помет на 2/3 ведра, доливаете водой, настаиваете 7-10 дней. При поливе используйте пол-литра настоя на 10 литров воды. Такая же подкормка с коровиком, но здесь можно 1 литр настоя разбавлять в 10 литрах воды. Очень хорошей подкормкой является подкормка крапивой и другой сорной травой. На 2/3 ведра заполняете крапивой, заливаете водой, настаиваете 7-10 дней, разбавляете 1 литр настоя на 10 литров воды. По 1-2 литра используйте на одно растение. Возьмите эти рецепты на заметку, они простые. Самое главное, что они натуральные подкормки. И ваши помидоры дадут вам большое количество вкусных, мясистых помидоров, крупных помидоров. Конечно же, все подкормки надо использовать и не перебарщивать, особенно когда мы разговор ведем о подкормках при помощи таких средств, как навоз, куриный помет и так далее, чтобы не стимулировать рост дополнительных побегов и пасынков. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на канал.